Всем привет! И в данном видео я хочу вам показать, как мы можем с вами сплести ручку для сумки, для чехла, куда угодно, и не только ручку, которая будет выглядеть очень объемно. Ну и как раз этот узор подходит именно для ручки, я бы так сказала. Я вам покажу на примере 3 видов веревок. То есть вот здесь у меня хлопковый шнур, это у меня хлопковый шпагат, и это у меня крученая веревка. Ее сплетем из одного цвета. Посмотрим, чтобы вы не потерялись и не запутались. Это видео идет дополнительно к видео по макраме чехлу для телефона. Я думаю, вы, если подписаны на Инстаграм, то знаете. Вот, там я тоже показываю, как плести, но там как раз-таки одного цвета у меня ручка, и может быть непонятно. Давайте начнем. И смотрите, мы берем 4 нити для этого узора. Если вы делаете ручку порядка метра, либо больше метра, то возьмите 3,5, а то и 4 метра, чтобы вам точно хватило. Мы берем и как бы мысленно подписываем. Это у нас первая нить, вторая, третья, четвертая. Берем. Сначала первой нитью заводим ее за третью и выводим ко второй. То есть у нас всегда нити одного цвета будут смотреть в одну сторону. Далее мы как бы понимаем, что вот четвертая нить у нас оказалась лишней как будто бы, и мы ее заводим за нить первую и в эту сторону ее опять направляем. Зеленые смотрят в одну сторону, оранжевые в другую. Теперь оранжевую вторую заводим за четвертую зеленую, вот эту, и опять уводим в ту сторону, где она у нас и была. Теперь у нас вот эта нить, получается, третья зеленая, заводится за вторую оранжевую. Сейчас я уже начну путаться в номерках, потому что они у нас уже заплелись. Но смотрите, видим опять, вот это нам мешает. Мы ее оп и заводим перед зеленой и в эту сторону, куда оранжевые смотрят. Теперь зеленая нам мешает. Мы ее заводим между, получается, нитями и выводим в сторону зеленой. Оранжевую оп, между зеленых и вывели. Теперь эту опять между оранжевых, оранжевую между зеленых, зеленую между оранжевых. Как будто бы плетем косичку из 4 нитей. Так, ну и вот можем уже наблюдать, что у нас с вами происходит. Так. Сюда заводим. Надеюсь, что суть вы уловили и можете видеть, какая ручка у нас получается. Ну, не ручка, а этот узор. Этот узор относится, наверное, к узору косичка. Ну, я его мало у кого встречала в мастер-классах. Сюда. Ну что, смотрим на наш узор, да? Он вот такой вот плотненький. Тут сочетание цветов зеленого и оранжевого вообще шикарно выглядит. Можно выбрать как раз сочетания, которые будут просто отличными, ну, в зависимости от того, какая у вас сумка. Вот. То есть из хлопкового шнура он получается такой тянучийся, да? Очень хорошенький. Это у меня 4 миллиметра шнур. Хочу попробовать из хлопкового шпагата. Я уже не буду здесь озвучивать что-либо. Давайте мы с вами пройдемся так, как будто бы мы уже с вами знаем хорошо. Ну и думаю, на примере этого было все ясно. Тут у меня различные, правда, диаметры, но думаю, что от этого получится не менее интересно.
Ну вот, из скрученной веревки и одного цвета, мне кажется, не так здорово выглядит, как из разных цветов. Напишите в комментариях, из какой веревки вам больше понравилось. И разные цвета или один все-таки. Думаю, что разные победят. Ну и так, подписывайтесь на мой канал. Я буду очень рада вашим лайкам, комментариям. Обязательно ставьте колокольчик, нажимайте, чтобы вам приходили уведомления о моих новых видео. И вы могли сразу посмотреть, интересно вам это видео или нет. Посмотрите его, не знаю, написать комментарий. Мне от этого становится очень приятно. Вот, буду ждать просмотров. Все, давайте. И если вы плели чехол, то надеюсь, что поняли, как плетется он с помощью вот такой вот ручки, да. Назову этот узор косичкой из 4 нитей. Ну все, тогда всем пока-пока. До новых видео.